Спорт опять начинается. Да. Сережа, дергай ручник. Просто даже не думаю. Стояк! Чего? Ну, я в это, извини, но не верю. Я предлагаю АвтоВАЗ Экспресс. Гениально! И продадим, внимание, за 2 ляма. Лего ВАЗ. Составной. Не, ну все. Новая Лада Гранта Спорт. Да. И борода. Марат Борода Коли. Да. Запомнил, да. Борода здорова. Здорово. Все, доеду. Я доеду. Я переехал. Мой первый видеоролик. Сегодня первый день из студии. Представляешь? Из новой. Все. Теперь скоро точно приеду. Пирогов с тобой не об этом. Значит, ссылочку на Асата внизу в описании, наш телеграм-канал. И напоминаю всем, то, что стримы теперь каждый день в 18:00 по московскому времени. Заходите, буду очень рад. Ну а сегодня мы смотрим Асат. Давай, мой хороший, давай. Там Лада Гранта. Спорт опять начинается. 2 миллиона стоит. Вангую. Пожалуйста. Пацаны, здорово, с вами мини-гидрокорректор. А что так тихо? Короче, пацаны, пока мы монтировали обзор вот на это вот чудо, вы даже не представляете, что произошло. Нам написал АвтоВАЗ. Они вышли. Так, давайте, может быть, АвтоВАЗ не все смотрят. Ну, как бы, дорогие, наши дорогие из АвтоВАЗа. Зачем переплачивать Асате, когда можно не доплачивать мне? Да. Где мне что не пишете? Я сейчас куплю, сейчас начну здесь пятаки крутить, пенить. И только пусть попробует, что-нибудь отвалится. Я сейчас и все. Смотри, а? Надо лайк поставить. Опять понаделали свои Давай, мой хороший, все. Ставь лайкос, я тебя забыл попросить. Ну, у тебя на всех АвтоВАЗ, я когда обзор делаю, ты всегда смотришь, да, всегда ставишь. К нам, короче, комментарий пишешь. Напиши просто, как тебе новая Лада Гранта, это же легенда. Легенда. Правда, завести машину с первого раза тоже не удалось. И предложили что? Предложили продаться им. Они не подали на нас в суд. Не, все нормально. Короче, они предложили мне приехать к ним куда-то там в Подмосковье, на какой-то там трек специальный, и погонять на Ладе Гранте Спорт, подчеркиваю, на новой Ладе Гранте Спорт, с пилотом команды Роснефть, там на треке, где под Подмосковьем такие треки, куда-то, короче, они меня туда пригласили. А по-любому вывезут куда-нибудь в лес. 100%. А может, въебать хотят или погонять хотят. Может, это коварный план АвтоВАЗа. Короче, 100%. не знаю, если что, я в Москве. Сейчас, говорит, будет страховой случай. Поехали. Приедьте вот так направо. Сережа, дергай ручник. Вы прекращайте мне это. Вы читаете новости. Но они же не знали, что у нас на тот момент уже появилась Лада Гранта Спорт. У меня на камрюхе такая же полоска, зараза, гадины взяли, украли. Украли, жулики, воры. Да, осуждаю. На которой мы обусловились к ним приехать. То есть договор был такой, что мы едем на своей, с ее косяками, с ее прелестями, с ее превосходным состоянием, с ее всеми спортивными качествами, которые я приобрел за 1 450 000 рублей. Вот. Так и договорились. Но кое-что произошло. А вот что произошло, вы обязательно узнаете в конце этого обзора. И не дай бог, слышь, Я смотрю. Я Тазик, смотрю. Собачий хвост, блин, я тебе говорю, вот, Вась, это он не мне. Бля, перестань, да смотри это видео. Юра, ты в натуре, что за хам тоже. Славка, Паша, не дай бог не посмотрите, Меня пацаны. не сказал, слава богу. Я на вас напишу. Да смотрите, потому что ради вас стараемся, ради вас лезем в эти блудни. Поэтому сразу Про нас палец не вверх, сказал. лайк, Лехе, Сане, все нормально, все хорошо. комментарий обязательно. Видео должно просто порвать. Поэтому давайте, вы же мои золотые. Я, конечно, порвать не знаю, но ссылочку оставлю на уважаемого человека. Перейдите там тоже, накидайте на вентилятор этих каловых масс, накиньте в комментарии. Ну, как вы умеете, да, давай, там надо поддержать. Да. Бля.
Знакомство премьер-министра и новой «Лады Гранта» началось без лишних церемоний. Смерив машину взглядом бывалого автомобилиста, Владимир Путин первым делом попытался открыть багажник, но тот почему-то заклинило. Современная Гранта является настоящим народным автомобилем. Именно так сказал министр промышленности и торговли. У меня, знаете, иногда зрение, оно так вот начинает, короче, туда вот, так вот, и крупные такие темные пятна идут в глазах. Да, ничего не видел, не знаю, что сейчас произошло. Торговли Денис Мантуров отвечает. Кто-то там багажник не открылся, и я вижу только такое свечение яркое. Я говорю, господи, не пойму, что это такое. Показалось. На предложение депутата Сергея Миронова выпустить машину для народа стоимостью в 500 000. Седан Сколько? Гранта возглавил топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в России за 2022. История машин началась в 90-е, а ее платформа и вовсе повзаимствована из 80-х. Шасси, известное как «Гамма», дебютировало в 1984 году вместе с ВАЗ-2108. Мне за эту разработку такую премию В 84 году, 84 год, господи. дадут. О, В 90-е годы на Волжском автозаводе задумались о новом семействе автомобилей, и они должны были отвечать тогдашним требованиям и Представляешь, насколько Асата пригорел, что он просто пустил ролик с самого основания, понимаешь? Он просто сделал ролик отдельный. Или человека попросил, или с чего-то канала взял. Просто целая история этой машины прекрасной. способны сохранить привлекательную цену. В начале 2000-х он воплотился в серийную «Ладу Калина», построенную на все том же шасси «Гамма». «Ладу Гранта» можно назвать младшей сестрой «Лады Калины», созданная на базе последней. Внебрачным сыном марокканского султана. «Гранта» позиционируется как самая дешевая машина в Европе. Вот это самое дешевое, 220 тысяч. Директор говорит, там не было сделать 300 тысяч, да? 300 тысяч рублей максимальной комплектации. Чем не народный автомобиль? 2 мешка картошки и рыбы. А в 2012 году из седана Калина, которую упростили и удешевили, и появилась «Лада Гранта», которая выпускается до сих пор. И несмотря на многочисленные модернизации, в основе конструкции автомобиля по-прежнему лежат разработки 80-х годов прошлого века. Ты представляешь, как там вот соразмерно вот этому вот повороту ключа, представляешь, как там сужается тот, кто ответственен за это. Мне кажется, вот туда, если вот иголку просунуть, она не влезет, там ее сожмет. Ты представляешь просто, что испытывает человек, который отвечает вот за вот это все? Там вот так... А телефоны уже звонят. Уже все звонят, все номера со всех регионов. Говорят, поздравляем, Шарик, ты балбес. По мнению Мантурова, Гранта уже сейчас обладает минимальным набором качеств, которые необходимы автомобилю в России. А снизить цену еще без отказа от обязательных опций просто невозможно. При этом министр не стал делать акцент и внимание на том, что фактически Гранта существует уже не одно десятилетие. А есть спорты? Спорт в разработке сейчас. То есть еще нету его, да? Они же одно время отказались вроде бы, да? Да, сейчас думают над этим. Так, думают. Они думают, ребята, они думают над тем, чтобы сделать спорт. Что-то вообще поменялось? Я даже не знаю, как это опять назвать. Дебилы. Буквально недавно я познакомился с таким автомобилем, как Lada Granta Drive Active Liftback. Adventure 4х4 All-Road Quattro, да, 8х8. Молодцы. Это у нас тоже обзорчик есть, можешь глянуть, да, там на канале быстро найдешь в разделе видео, да. Молодец, сделал. Прошло совсем Хорошая мало времени. машина, хорошая. Я познакомился Почти с как еще одним Rolls-Royce. таким же автомобилем, просто теперь это какой-то хуй опять спорт. Ну почему так происходит? Что стало? Недавно мы ездили на 8-клапанном с Drive Active. Есть еще 16-клапанный Drive Active. Я просто, когда купил этот автомобиль, даже не поздоровался в итоге. Здорово, братцы. Здорово, как вы, что, нормально все? Че ты, Артур? До этого момента нормально было. У телки был? Арсюха, здорово, как ты? Олег, Димон, Димка, как ты, братан? Как ты, мага?
Братуха, салам алейкум, пацаны. Артем, по-любому же в кого-нибудь попало. Отвечаю, блядь. Не-не-не, нормально, пацаны, сидим, все хорошо. Здорово, пацаны. Короче, огромное количество эмоций. Огромное. Я, честно говоря, даже где-то столько мыслей было по этому поводу, что я где-то даже записывал Ремастер HD Edition Remake. то, что мне хочется сказать. Как я пришел вообще к покупке, что случилось, как. И я стал счастливым. Он купил? Видишь, у меня волос вот здесь седой блестит. Знаешь почему? Вот после таких моментов. Обладателем Лады Гранта Спорт. Здравствуйте. Здравствуйте, это я, тот долб... Что он сказал? Мне показалось, он стал счастливым обладателем Лады Гранта Спорт. у которого есть 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. И за все это время я позволил себе купить новый автомобиль, и это был максимум, сука, Лада Гранта Спорт. Мы сейчас будем показывать вырезки, да, снятые на телефон, и вы все поймете. Сатана могила. Иди, говорит, подтолкни. Тысячи километров. Пацаны, у кого BMW, что как у вас? Ну ладно, что... Ну подожди, сразу все, пошел. В комментарии каловые массы. Я сам так же ездил, ничего, нормально. Очень нравилось. Потрясающие кузова Е70 и Е71. Всем рекомендую. Как я так умудрился купить вот этот Под откос. автомобиль? Вот этот автомобиль. Вот сейчас вот перед вами Автомобиль. Лада Гранта Спорт. Это некий мифический автомобиль, потому что доселе его не видел никто. Его знают все, но его не видел никто, потому что какого-то хуя его нет в салонах. Ко мне приходит мой младший брат и говорит: пожалуйста, купи вот спорт, купи спорт, купи спорт, купи спорт. Давай купим. Мне вот сказали, чуть подешевле могут. Давай купим чуть подешевле. В итоге я какого-то хрена в Краснодарском крае чуть подешевле покупаю себе Гранту Спорт. Когда в моем салоне, в моем городе, Пятигорске, в Ростове, в Питере мы звонили. В Москве их нету. Это что стало? Это как? А у меня есть. Тачки невозможно купить. Машин нету. Вы что, ебаки? Там что ли все машины где? Прикинь. И тут раз, и на этом фоне появляется новая какая-то мифическая Лада Гранта Спорт. 1,5 ляма. Здесь что 1,5 ляма стоит? Половина бюджета этого автомобиля ушло на красные полоски и шильдик Лада Гранта Спорт. Лада Гранта Дранта. Лада в натуре Дранта. Мы ее купили и просто вот... Вот здесь стояли, и несколько их штук собралось. Я потерялся в комплектациях. Я думаю, это что? Это Лада Гранта Drive Active 8-клоп. Это 16 21 года. Это 16 такой. Это что нахуй? Это же просто Лада Гранта. Подкинули туда валы, поставили тормоза и выхлоп. И все. И это стало опять спорт. Теперь это же надо продавать как-то.
Пожалуйста, и надо взывать к внешности автомобиля. О боги, диски нового поколения. Чё? Вот это диски нового поколения. Старого поколения. Оставьте диски, мы на старом поездим. Не думайте, дебилы, сука, не думайте. Не думайте, пожалуйста, если вы получаете за это зарплату, не думайте. Кто ты? Человек, кто создает там, кто ты? Новое поколение дебилов в офисе у вас или что там? Вы кого там, идиоты, берете на работу? Я просто не знаю, какой рисунок. Вот ты на них смотришь, ты себе хоть какой-нибудь рисунок представляешь? По форме... Просто даже не думай. У меня очень бедная фантазия, я ничего говорить не хочу. Чего вот здесь я должен для себя... Напишите внизу в описании, какой рисунок, глядя на тормозные диски, вы представляете. Какой сюрикен, придурок! определять красоту. Они супер легкие, что ли, О. невидимки, или что здесь супер нового? Сумасшедший совсем. 15 год. Прекрати. Спорт, это была максимальная комплектация. Не обращайте внимания, это они пенят в чате. Сумасшедший. Максимально возможная на тот момент у Лады. На 15 год сейчас я понимаю, что был пиздатый автомобиль. Это что за у них такая, я понять не могу. Но 1,5 миллиона какого-то хуя она стала стоить. Но спорт в 15 году был максимальная комплектация. В нем было что? Подушки безопасности 2 штук, подогрев лобового 1 штук. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара 3. отечественных. Подогрев зеркал, датчик света, датчик дождя, кондиционер, 16 клапанов, ну и там и так далее. И тому Нихера. Ну, кстати, это было неплохо. подобное. Там полы, там, ну, всякое вот это вот. 4 Ну, стеклоподъемника, противотуманки. Что мы видим сейчас в спорте? У нас в спорте вообще нихуя нету. В комплектации это просто комфорт. Это как вы деградируете? Я просто не понимаю. На какой-нибудь остановке слезьте, я вас прошу. Остановите эту маршрутку, на которой вы все едете, и один хотя бы вылези оттуда. Мы недавно смотрели Drive Active, и она стоила 1 миллион 150 тысяч рублей, по-моему, да? И я там говорил, что драйвовым водилам вы не даете свет. Ладно, хуй с ним. Вот под спортсменам что? А? Что там им? Им тоже на... Или у вас, в смысле, вот, ну, в натуре здесь что за книжка дается? Ну, вот, содержание хотя бы к этой сковороде какой-нибудь дается, гарантийный талон. Вот в инструкции к применению, в содержании, в кратком, блядь, сука, в описании автомобиля, где написано, блядь, ПТФ, если такой существует, должно напротив быть, сука, для зрячих. Ты должен пиздец как видеть. Или что, ты слепой должен быть, чтоб тебе эти противотуманки поставили, сука. 1 450 000 она мне встала. Вот это вот 1 410 000 налом. Кому вы поставить хотите эти противотуманки? Когда они придут? Путешествие инопланетян. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у них 1,5 миллиона машина стоит, а противотуманок опять у них нет. Кто-нибудь ездил на этой машине хотя бы после 18:00 из вас, дебилы? Здесь света нету. Нету. От слова совсем нету. Вообще никогда он не светит. Нисколько. Вообще ни минуты, ни секунды. От него толку нету. Что бисвар, что с ними. Небольшой инсайт. Короче, я когда за новый аппарат сел, кстати, на Бусти есть, ссылка внизу в описании. Можешь зайти, посмотреть, там подписаться. Я, короче, думал всегда, что у Мерса и у BMW топовая оптика. Ну, типа там лазер, там просто, там все адаптивно, там крутится, вертится, вообще просто там слепые зоны, косые зоны, там НЛО летит, он на него тоже подсвечивает. Я за новую сажусь. Еду в сторону Клина по платке, где неосвещенный участок. Я, короче, получилось так, что вечерело, и, ну, уже все. Я говорю, ну, пора уже, все. На трассу выехал, надо включить свет. Знаешь, есть такая рыбка к пиву. Она, короче, просвечивается. Я, короче, свет включил, мне кажется, там волосы, да, вывалились у человека, кто ехал в этом, как рентгеном. Знаешь, самолет садится, вот этот вот, бум, и как бы вот, и все хорошо, да, мне очень понравилось, вот насчет оптики, да, поэтому рекомендую.
когда они горят, когда они выключены. Простые обычные лампочки. Неужели мы не можем какие-нибудь, ну просто, я не знаю, кем надо быть, чтобы вы поставили здесь нам линзы. Эта машина уже не 700 тысяч стоит, 1,5. Здесь ее нету, по сути, от нее. Кто бы что ни говорил в сторону Асата, я полностью с ним солидарен. Могли бы поставить хорошую оптику. Здесь это, в принципе, позволяет. И, ну, пора уже вот эту джун-джун вот этот вот менять. Потому что, ну такое. Уже к 1,5 миллионам ползет ценник. До сих пор этот корректор стоит, фар. До сих пор. Вот как на девятках он был, этот корректор, на четырках до сих пор. И он не работает. От него толку нету. Он не корректируется. У него сбились все корректировки у этого корректора. Это корректор, который не откорректировать больше. И даже не откалибровать. Здесь что случилось? Машина белая, зеркала как будто его за уши подергали. Черная стала. Белая краска закончилась. Их легко угадать. Если что-то произошло, значит что-то у них закончилось. Это спорт, очнитесь. Очнитесь, пожалуйста. Покраска параша полностью. Зазоры разные у автомобиля вообще. Машина едет, скрипит. Она скрипит, она гудит, она кряхтит. Она все звуки издает. Она не заводится. Она реально не заводится или заводится порой с 3-4 раза. Прежде чем открыть багажник, тебе надо открыть дверь. Люди додумались до того, чтобы люди багажник ногой открывали. Ногой. Эти опять усложнили. Чтобы тебе открыть багажник, надо открыть дверь. Ты ебанутый. Посмотри. Посмотри, ебашка какая, а. Посмотри, блядь. Я из ноги хочу наебнуть просто. А ну. Это же охуеть надо. Ты с сумками. Что делать? Дай мне сумку свою. По-братски. Вот я иду с магазина. Я не могу ее открыть. Понял? Вот она не открывается. Вот так ее открывать. И только так прийти. И вот здесь ее опять открыть. А? Ну вот серьезно, как открыть? Вот опять же, кто это придумывал? Вот я просто в шоке. Ну а если нет варианта положить? Да, там все понятно. Там всем похер вообще на то, что они делают. Так что не удивляйся ты ничему, господи. Сумки нет? Там лужа. Здесь тоже не пиздец, что за багажник. Чтоб сюда их сгрузить, чтоб сюда их положить, ты откроешь, их все равно сюда надо поднять. Где вообще вся эта беда, которую они нам сюда насыпали? Закидывай, пожалуйста, пока не разбил. Ой, господи. Нахуй, закидывай это все, блядь. Ветровики, упоры, сетку для бампера, дефлекторы лобового стекла Лада Гранта. В этом, помнишь, был? Это новая тачка? В драйв-активе. Центр замок. Центральный замок интересно. Был, Есть был. еще интересно в этих шляпных сыворотах. Прям Смотрели. очень интересно. А ну. Есть, да? С ключа. С ключа есть. Спасибо. От души. Здесь нету. В спорте нету. В спорте нету, знаешь почему? Знаешь почему в спорте нету? Вот ни ты, никто нахуй вообще не догадается. Вообще не догадаетесь. Он есть. Он мифический. Опять же мифический. Он есть. Но он есть вот так. В россыпь, пацаны. Он в россыпь есть. Надо. Я же говорил, скоро будет комплектация. Пацаны сами соберут. Вот все нормально, пацаны. Все есть. Они нам докидывают. Вот такие сразу. Знаешь, многие скажут, о, что ты выебываешься, да. Тебе дали, а ты выебываешься. Да, спасибо. Да. Но я за это дали 1,5 миллиона отдал. Не 1,5, 1 400 000. Знаете, вот насыпали. Я 1 400 000 отдал не для того, чтобы я их сам ставил. Чего? Это новая фишечка? Или что? Они ему дали, чтобы он сам сделал? От души. От души. Не, от души. Не, в смысле... Не, я вот... не, в смысле отвечаю. Не, в смысле, не, подожди, не, это еще не все. Не, в смысле, серьезно, читай. И как ты думаешь, что здесь? Вот просто, как ты думаешь, что здесь, Марсель? Оригинальный аксессуар, правильно? Ты видишь, что здесь написано?
Лада, смотри. Не, в смысле не, от души. Реально, от души, серьезно. От души, Шерхан, от души. Сигнализация, блядь. Шерхан, не, от души, не, от души. Реально, не, спасибо. Реально, сигнализация. Не, я без подъебок, от души. Не, от души просто, от души. А вариант не было ее, блядь, отдать где-то за 1 100 000, и я бы вот это все сам докупил бы. Вы настолько в край охуели, что вы вот, ну, что... Ну, я в это, извини, но не верю. Ну, да ну нет. Да нет. Ну, подожди, но не так же все грустно. А как, и все. А чё происходит-то? Что вы просто вот это все кидаете, типа, на нахуй. Да, па, это... Ты знаешь, что купил? Лего купил. Я в натуре, помнишь, этот старый советский конструктор из металла? Маркетологам браво. Оригинальный аксессуар. Очень круто. Не, Ты понял, что они сделали? Они в коробку, они даже цвет, им похер вообще. так-то вообще, в принципе, сал от души. Я просто в шоке. Понял, они дали полный комплект установки. Сейчас, да, реалии таковы, да, я понимаю. Спасибо. Автомобиля, изделия, качество, когда вы дадите? Потому что... Я предлагаю людям, кто делает вот эти вот прекрасные машины, пойти дальше. Для того, чтобы... Внимание, отправьте на АвтоВАЗ. Идея. Я предлагаю, чтобы у Осаты и подобных ему вот этим вот вечно недовольных забрать хлеб. А почему бы с АвтоВАЗом не заключить договор с какой-нибудь транспортной компанией, делать свою, АвтоВАЗ Экспресс, и отправлять разобранные автомобили. Лего ушло? Гениально! Я очень надеюсь, что они это не услышат. Ты прикинь, просто сделай сам. Тебе приходит отдельно кузов, трансмиссия, двигатель. Хочешь 16 собери, хочешь на 150 лошадей собери, что хочешь. Они тебе предоставят. Да, Лада Дупло назовем конструктор. Или Дупло. В принципе, разницы нет. И продадим, внимание, за 2 ляма. Там, Владе, целые аналитические отделы сидят, говорят, как нам еще людей отсандолить. Здесь, блядь, все, господи, гений на стримере все придумал. 36-летний гений, господи. Ты понял? Леговаз. Накидывайте идеи в комментарии. Я думаю, что они нас услышат, они что-то возьмут. Это же гениально. Да, но со скидоном в разборе за 1.6. И доп. Опции, из которых можно собрать нормальную машину. Потому что с 2015 года, как я был владельцем, я это сейчас говорю как владелец, как потребитель. Еще раз заявляю, кто бы сейчас из вас не сказал... И не докладывать некоторые детали в каждой составной части. Составной. Чуть-чуть от двигателя, чуть-чуть там от ходовки. Чтобы народ приезжал с жалобами в автосервисы и там их грузить доп. Опциями. Вот с этого момента поподробнее. Чтобы они еще на 400 разгружались. Сказал, что ты там пиздишь, ну, давайте ебанички закроем на секунду. Потому что, серьезно, говорю как потребитель, я один из немногих блогеров с такой большой аудиторией, который покупает себе постоянно и вот на этом до сих пор ездит. И никто не скажет, что это не так. Поэтому, если я за это критикую, я имею право хотя бы минимум потому, что я это потребляю. И это уже вами второе поколение спорта. И сравнивая, проводя параллели, я сейчас могу с уверенностью сказать, что тот был, ну реально, хоть какой-то спорт. В мою молодость. Понимаете? Вот это чистейшее наебалово. Вы просто охуели реально в край. Вот это до сих пор. Вот это. Неужели не вариант было вот это? Дебил придумал, вот этот дебил, который вот эту секретку придумал.
Лучше бы ты что-нибудь вот сюда умнее придумал, чем вот это, вот это, на саморез просто закрутить. Вот чтобы человек, который это придумал, чтобы у тебя на шее петля такая была, и хорошо, что саморез твое тело не выдержит, блядь. Ну, чтоб удавка у тебя, это ты ебану. Ну, просто вот такую секретку придумать, а вот до этого не додуматься. Если бы за уровень имбецилизма давали бы премию, номинировали бы на какую-нибудь премию, я бы этому человеку дал не первое место, я бы ему дал первое с плюсом. Просто посмотри, как они закрепили ебашки, вот эту полку. Они просто насквозь закрутили по краям саморезы, братуха. Обычные саморезы. Знаешь зачем? Чтобы она не шумела. Просто, чтобы она не шумела. Я в шоке. Ну серьезно, это смешно. Это и смешно, сука. Над этим еще и рыдать надо. Не плакать, а рыдать. Потому что 2023 год. И китайцы в рот дали этому рынку. И все, что мы сейчас можем противопоставить китайцу, пока вот в этом сегменте, это вот это. У меня закончился словарный запас. Давайте, пожалуйста, что-нибудь за меня делайте. Мне сейчас станет. Тогда мне безумно обидно за нашу державу. Мне прям больно. 1,5 миллиона. В 2015 году я спорт с пробегом в 5000 километров продал за 505 тысяч рублей. 23 год, 8 лет. Машина подорожала в 2 раза. Или в 3. Подорожала это одно. Подорожала и стала хуже в качестве. В 3 раза. Я понимаю, если бы она в качестве не потеряла. Тогда бы я бы сказал, да, просто цена у нее поднялась. Ну, значит, блядь, там... Китайцы снесут АвтоВАЗ, они уже это сделали. Они не только АвтоВАЗ. Ну-то посмотри. А знаешь зачем? Затем, чтобы ты больше обратно вот это не вкрутил. Чтобы ты пошел и новую купил. А она новая. Она рабочая. Просто обратно ее уже не поставишь. Или же на сухую сварку. Вот я бы тебе вот его бы вкрутил. Знаешь куда? Ты сам знаешь куда. Вот вкрутил на сухую сварку перед этим. Они вот, чтобы ее открутить, вызвали Чипи Дейла. Фиксиков позвали. Подъемный башенный кран подогнали. Эвакуатор. Кемп привезли. Ключ от 8 до 38 трубы. Короче, они где-то минут 20 они его откручивали. Они сначала сняли паук, сняли его и начали выкручивать уже на месте. Где сейчас стеклоподъемники, весла? Вот клянусь, я бы, знаешь, что сделал? Каждому человеку, который причастен к появлению... Они реально за 1,5 в машину воткнули весла? Вот этих весел я бы в хате, клянусь, сделал так, чтобы у него окна в доме открывались только веслами. И не с одного раза, а вот чтобы он покрутил, чтобы у тебя все так открывалось. Дверь в машине, стекла в машине, дверь в подъезде, дверь в ванну, дверь в спальню, окна, глаза, чтобы у тебя телевизор, шкаф, шифонер, сука, тумбочки, чтобы все у тебя вот так на веслах открывалось, все. Прикол в том, что я могу сейчас смело пойти на рынок, купить себе 4 стеклоподъемника или добавить 2 стеклоподъемника и все. У меня будет 2 стеклоподъемника еще. 4. Я сам себе могу люкс сделать. Конструктор. Вот бы, хотя бы просто докидывайте тоже. Вот по примеру вот этого вот барахла, стеклоподъемники тоже докидывайте с кнопками, со всеми делами. По-братски. Раз мы уже сами собираем, то ну такая маленькая просьба. Вот, ну, пожалуйста, докиньте. Спортивного мы сами докидаем. Вы хотя бы что-то около спортивного докиньте. Недавно, кстати, узнал, что есть спортовские сиденья, а есть сиденье Drive Active. Недавно парень ко мне подъезжал на старом спорте. Он так посмотрел, говорит, а что здесь Drive Active'овские сиденья? А у тебя что, у меня спортовские, а какая разница? Там, говорит, есть разница. Не знаю, напишите в комментариях, есть там разница или нет. Как по мне, нет. Все как было, так и осталось. Я не хочу ничего говорить. Мне сейчас дурно станет. Никакой разницы, просто цвет. Они полики еще добавили. Ну, полики хорошо, спасибо. В Москвиче там даже поликов не дают. Есть новости там по Москвичу? Они же должны были... Асад, ты сейчас не прав. Там, извини меня, как бы шильдик. Это тоже, ну надо совещание провести. Завод там новый построить рядом. Он сам себя не отдерет.
Ну что ты начинаешь? По-моему, к декабрю ракету собрать. Нет? Серьезно. В Останкино. Они не хотели его? Нет? Что-то такое же они хотели? Нет? Планы же были грандиозные. Я просто за это говорю. Просто, я без подоплеки. Кстати, ладно. Просто, ничего. Все здорово, все очень круто. Кстати, недавно смотрел обзор Лисы, обозревала Весту новую, комплектация Sportline. Да, такое есть, вроде бы есть оно. Вот я, знаешь, что не понимаю, как там весь механизм вот этот работает. Я никак вот этот пазл у себя в своей голове сложить никак не могу. Я и так пробую, и так. И вот иногда, честно, вот так тоже складываю. Не получается. Я звоню в салон и говорю, а есть Лада Веста Sportline? Он охуел. Он говорит, что? Он говорит, что такая есть? Блогеры откуда берут эти машины? В смысле, кто им дает эти машины? Вот я не знаю, честно. Посмотри, Лада Спорт, посмотри, как они написали это все. Это бедно даже в самой вышивке. Это настолько воняет вот быстро, да, просто деньгу заработать, вот что вы даже не представляете. Вот настолько это воняет. Посмотри на этот ручник. Чё б ты на него сел? Вот это чойлар, вот серьезно. Вот не дай боже, да. Стояк! И чё за фагундес? Это чё, блядь? Ну в натуре, что ли? Смотрите на эти коврики. Ну просто посмотрите на них. Качество ковров, ну просто говяное. Просто, да, есть какая-то задумка. Спасибо за то, что есть. Но опять же, что только в спорте. То есть, понимаете, в чем прикол? Я здесь замечаю, что они как бы пытаются где-то во всем как бы намекнуть вам на то, что эта машина стоит своих денег. В 2015 году у меня был спорт, у которого было мультимедиа. Сука, неужели вы до сих пор мультимедию не можете сами беспомощные придумать? Вот это что за балалайка? Вот я их постоянно путаю. Здесь скоростя, здесь тоже волюмные скоростя. Сука, до чего неудобные. Подушки безопасности. Две подушки для чего? Для сна. Две подушки безопасности для сна. Там в наборе еще наволочки есть. Две подушки, у них, знаешь, как для опасности надо, чтобы назывались. Две опасные подушки. Потому что если две подушки эти сработают, то вы точно выключитесь. Разобьет вам фасад, мама, не горюй. А ну-ка. О, прозвон пошел. Так. Вон. Алло. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Давайте покатаемся. Во-первых, нам надо понять, что из себя представляет сейчас современный спорт в понимании наших соотечественников. Я просто не представляю, чего они собираются там достичь с такими спортивными автомобилями. Мне кажется, его когда-нибудь в дурку положат. Я серьезно говорю. При всем уважении к этому человеку, мне кажется, настанет момент, когда он будет думать, что он разговаривает про очередную Ладу Гранту, а он просто будет сидеть в пустой комнате и разговаривать сам с собой. Потому что человек, который искренне болеет за то, чтобы сделали нормальные тачки, хотя бы что-то близкое подобие. Я сам такой же. Я еще раз говорю, сделайте нормальную, более-менее машину. Мы пойдем их купим. И не надо денег ни за рекламу, ни за что. Мы реально начнем топить, если хоть что-то где-то поменяется. Но вот этот Джуджун, я не знаю, зачем он его взял, купил. Я не могу понять. Гражданская версия спортивного автомобиля. Чё ты, ехали, братуха. Давай вот это вот. Заводи. Несмотря на то, что технически это крайне уебищный автомобиль, ну это именно технически. Но хуевое еще то, что, сука, помимо всего этого, он еще и потерял в качестве. Понимаете? Коробка Куда уже терять?
воет как мразь, она скулит. Это вот серьезно, ну вот как в Drive Active было. Столько хайпа вокруг этого автомобиля было. Шума, инфоповодов, различного было вокруг вот этой тележки, да. Но они до сих пор не научились делать нормальные автомобили. И так вас прощали, и так. Вы постоянно субсидируетесь, постоянно просите денег, бюджет вы, полностью, что происходит? Неужели за столько лет нельзя было развиться дальше Весты, остановиться уже на выпуске Гранты? Ну просто это какой-то кошмар. Еще они умудряются назвать это спорт. Руль стал уебищный, какой-то тонкий, слишком тонкий. Отражение. Вот этого фагардинца трогаешь, охуеваешь. Слышишь? Это нормально. Это звуки. Вот не охуеть. Неужели там нет человека, который смотрит за качеством? Сколько можно ссать в уши? Уже человек не просит какую-то новую модель. Нет, о боги. Я понимаю, что вы не в состоянии, вы не можете. Это вам не под силу. Не под силу, я просто не понимаю, почему, блядь, вы еще что-то там делаете. Никто уже не просит новую модель, хотя бы старые машины делайте качественно, утырки. Посмотри, как воет эта коробка. Но есть черта одна, знаешь какая, Марсель? Она спортивно воет. Тот был пес, а это беговой пес. Но смею 80. заметить, что мотор стал лучше и интереснее, чем предыдущий спорт. Но вы, конечно, не очень сильно почувствуете это и поймете. Сейчас эта машина, конечно, не за 1,5 миллиона рублей, ни в коем случае. Она мне нравится. Поехали в комменты. Когда выйдет этот ролик на YouTube. Цена реальная этой тачки. Тебе говорят, вот тебе, сынок, энная сумма денег. Вот сколько бы ты отдал за эту машину? Не писать, типа, купил бы другую, нет. Ну вот сколько вот ты считаешь, что она стоит? Давайте только реально писать. Интересно будет почитать. И я, кстати, напишу в комментах, сколько я бы за нее отдал. Она мне нравится, потому что в городе я стал понимать этот автомобиль. У нас... Мы отталкиваемся не от своих эмоций, а реально от качества и от того, что есть в ней. Посмотри просто на наше движение. Просто посмотри. На большом автомобиле я уже не получаю удовольствия от управления им. Вообще никакого. Эта машина мне напоминает, что-то по типу гольфа, знаешь. Такого. Чего? Я прошу прощения. Как ты сказал? У нас, посмотри просто на наше движение. Просто посмотри. На большом автомобиле я уже не получаю удовольствия от управления им. Вообще никакого. Так. А он в Москве сейчас, Асата? Могу поспорить. Могу даже автомобиль предоставить. Я понимаю, что удивить будет сложно, но... Асат, если ты в Москве, брат, просто дай знать, где ты находишься. Просто дай знать. И все. Я прям ключ сразу даю. Говорю, на. Сразу. Просто вот. Ты цифры знаешь, все знаешь. Просто вот скажи, если ты в Москве. Прям все брошу, сорвусь. Эта машина мне напоминает, что-то по типу гольфа, знаешь. Такого шустрого, мобильного. Вот. Но хочу признаться, я тоже всегда придерживался того, что вот большие прям тачки не мое. До момента, пока в таких именно правильных городских габаритах, да, нормально, не закатывает. Мотор, хорошо, окей. Ладно, мотор тоже никто не просит. Хорошо, ладно, уже я уже и это не надо. Пошли мы нахуй все и с мотором, и с новой машиной. Твари, давайте просто хотя бы старые, нормальные. Нет, и так не получается. Нет, я не знаю. К большим тачкам привыкать долго. Сабин, сделай скриншот вот этого человека. Дмитрий Злобин. Дима, если я не забуду, когда мы будем снимать ролик про новый автомобиль,
Я вот этот вот комментарий включу прям в ролик. Не знаю, просто неужели за все время вот этой тросиковой коробки не нашлось одного кулибина, одного специалиста, сука, чтобы, я не знаю, может им дать почитать какие-нибудь комиксы, а? Может они там... Про что? Про Sailor Moon? Луну в матроске? Ну, давай объективно. Ну, какие им нахер комиксы? Там героя этого найдут, кто придумает что-нибудь своем этой коробке. С 3,5 этот движок хорош. Что они сделали? Они поставили, по-моему, те же валы. У них впуск, по-моему, 1.8 X-Ray. Низ также остался Приора. В принципе, все. Тот спорт был 114 лошадей. Этот спорт 118 лошадей. Чувствую. Не, ну все, как бы, ну тут тогда надо извиниться, я думаю. Я эти 4 лошади не знаю. Я даже не смотрел, не чувствую, скорее всего. Но мотор на верхах едет приятно. Мне нравится этот мотор. Тормоза чувствуются, как будто бы не хватает. Но иногда такое ощущение, как будто ты сам себя обманываешь, что не хватает. Как будто, в принципе, их в принципе, как будто бы хватает. Вот эти механические звуки, они очень сильно заебывают. Откуда-то появляются скрипы, убогие скрипы такие, знаете, неприятные, не такие. Знаете, я всегда, будучи, ну, совсем малым, да, мечтал о восьмерке. Восьмерки, знаешь, вот это вот тюнинг, все дела. Ну, конечно, не так мы богато жили, да, что там, так вот мне вот так вот, знаешь, с барского плеча подогнали тачку. И я всегда говорил, я говорю, я вырасту. И вот 100% для души возьму или Марка какого-нибудь, вот или что-нибудь, какой-нибудь, я не знаю, Nissan Skyline, какой-нибудь Getter. Я правда, я не знаю что, но что-то я возьму для души. Ближе всегда, вот знаете, даже вот была, наверное, восьмерка и... Ну да, наверное, Toyota Supra, конечно же. И вот, знаешь, вот я постоянно на эту тему думаю. Вот знаешь, вот для души вот ее взять, вот это... За который ты можешь забыть. Нет, о боги, нет. Если вас делает что-то худшее, то это должно быть худшее на максималках. Это звуки, которые местами даже вызывают интерес. Ну что в новой машине с пробегом? Попомните мои слова, настанет момент, когда я начну тачки брать просто в кайф. Их будет очень много. И это будет, знаете, я просто по алкашке, по всякой этой теме, я далек от этого, мне это не мое. Там шмотки дорогие, еще что-то, а вот скорость, автомобили, мото, все, что с этим связано, это, ну, это, знаете, как для меня что-то там вот. Где-то там вот. Напишите тоже в комментариях, вот о какой тачке вы вот всегда вот мечтали, вот, знаешь, чтобы для души ее взять. Не для там дома, семьи, тёлки, еще кого-то, для себя, для кайфа. Вот напишите, ну мне очень хочется посмотреть. Я посмотрю, сколько даже лайков, какой комментарий набрал. Мне не надо кем-либо становиться. Вы не забывайте, что на этого насмотрелся, на того насмотрелся. Я просто вырос, ребят, в такое время. Мне не надо ни на кого смотреть. Я старше многих из тех, кого вы сейчас в чате назвали. И старше прилично. Не на 1 год и не на 2. Да, так вам, к слову, мне как бы уже 36. Да, вы мне называете людей, кто как бы прилично меня помладше, поэтому хер его еще знает, кто от кого понабрался. Да. Так что прекращайте. 1200 километров может вот так прям скрипеть. Mazda, да. Ты не понимаешь, что это за хрень. Пластик вонючий, но не такой вонючий, как в китайцах. И здесь я сейчас тоже отдаю плюс этому автомобилю, но это минимум рынка. Понимаете, сейчас Гранта стала, она в принципе была бестселлером всегда у молодежи. Всегда. Это молодежный автомобиль. 100%. И они всегда на этих тачках выглядят понтово, я об этом говорил. Железно. Понтово и даже перед Молодняк девушками своего возраста. 100%. Да и вообще, в принципе, Лада где смотрится? Прям железно. Только на Кавказе. На Кавказе. Ростов и сюда. И вот прям соглашусь и с этой фразой.
она именно смотрится. Именно в этом регионе, когда мы ездили, допустим, в тот же самый Дагестан, она прям, это вот там вот, понимаешь, эта машина. Но, блядь, не за эти деньги, ну не за эти вы людям продавайте автомобили. Ну там же люди живут, которые покупают эти машины. Ну сделайте вы хоть раз, хоть что-то надежное, хорошее. Сука, вы хоть что-нибудь сделайте. Она не смотрится в Москве, она не смотрится в Петербурге, она не смотрится в Краснодаре. Она там не смотрится, понимаешь? Где Гранта смотрится? Где-нибудь здесь. Эти кавказцы такие молодцы. Такие горы красивые построили. Подвеска, конечно, я в ахуе. Шумки нету, не ждите шумки. Беруши купишь себе в аптеке, блядь, и будешь ездить. В поворотах, когда ты начинаешь играть в потоке или заходишь... Здесь не соглашусь, да, давай, подожди, играть в потоке. Я скажу так, что надо слышать, как в Порше, звук мотора. Ну и в нашем случае немного там, коробки, там еще что-нибудь. Ходишь какой-то затяжной поворот такой, с хорошим таким градусом, да, ты начинаешь доверять. У меня Молиться. такое ощущение, Молиться. что, я ошибаюсь, что эта рулевая рейка стала чуточку длиннее, потому что та была как будто бы, ну мне так кажется, что та была как будто бы короче, но здесь не хватает здесь остроты. Задница на балке, и это болезнь балки, и когда ты закладываешь ее, ты винчиваешься в поворот, чувствуется, что жопу стаскивает. Вот это надо было называть драйв-актив. Вот здесь бы это смотрелось и слышалось бы уместней. Ну, это не пахнет хотя бы как наебка, как спорт. Заправиться надо. Вот, кстати, на полном баке я проехал 291 километр. Короче, 300 километров на А 300 это мое любимое число. полном баке, постоянно за щеку. Постоянно. Вот, ну, в смысле, не вынимая с заводки на прогретую. Вот как только выезжает машина, она начинает брать на гланды. Не знаю, для чего я залил в прошлый раз сотый. Показалось, что машина на сотом вообще стала, ну, перестала ехать. Здесь написано еще, что на 95-м она выдает на 2 лошадиные силы больше. Да, есть такая информация. Вот так говорят. Секретная. Но это только на 95-м. Хорошо, что они не сказали, что только на вот определенном 95-м. Не, все нормально, все нормально. Ничего нового. Лада Спорт. Ну, может, не записалась, но надеемся, записалась, как она опять заводилась, эта кошмарная тварь. И бывает, что она заводится так после заправки, не знаю почему. Едет нормалек, едет хорошо, свистит, но едет. Мне очень нравится третья у мотора. Вот эта компоновка, вот именно вот эта вариация этого мотора на этом впуске. С этим количеством табунов мне очень сильно нравится. Очень эластичный мотор, верховой. И посмотри, как она заходит. Она хорошо заходит, но жопу все равно сносит. Сносит жопу, не хватает чего-то. Вот даже для гражданской езды, для уверенной гражданской, интересной езды, так как это спорт, чего-то не хватает. Она как будто рыщет. Я не понимаю, что это такое. Есть момент, есть куда дорабатывать, есть куда делать этот автомобиль лучше и интереснее. И не говорить, что, как многие пиздявые блогеры, типа, что это потерянный завод там и так далее. Так его не надо его убивать, чтобы искать смысл в том, чтобы его поднимать. Как бы ни было, у нас есть своя большая история, да, местами пи***ная там и так далее. Я хочу ездить на нашем плохом автомобиле, нежели, сука, на китайском плохом автомобиле. Нет? Ну, как минимум, это честно. Я не знаю, есть ли будущее у этого автомобиля. Скорее всего, в нынешних реалиях оно есть. Оно есть. В нынешних Но точно мне кажется, есть. туда уже должен прийти другой руководитель, который просто вот эту по-кабардински говорит, если, да, я спасательная лодка, вот это, да, который ее просто поведет в другом направлении, задаст другой курс. На качество, хотя бы на качество автомобилей, которые мы выпускаем. Давайте так, если
вот сделали из хороших материалов вот эту тачку, просто хотя бы салон. Не было бы вот этого очка с сидушками, да, со всеми этими ручниками и со всем остальным, с пластиком. Может, народ бы, наверное, как-то полояльнее относился. Я не знаю, спорно. Очень спорно здесь. Безопасности не приобрела, в качестве не приобрела, в комплектации не приобрела, в комфорте не приобрела, в сборке не приобрела. И в том, что я вам сейчас перечислил, она во всем только потеряла. И потеряла не чуть-чуть, а потеряла вот прям потеряла. А досмотрели по-любому, знаешь кто? Знаешь, что по-любому? По-любому досмотрел Антон. Антон по-любому досмотрел. Вовчик по-любому досмотрел. Я тебе говорю, по-любому досмотрел. Алан по-любому досмотрел. Асик тоже здесь. Ну, 100%. А еще Юра досмотрел. Пацаны, брат, красавчики. Но для тех, кто досмотрел до конца, вот, и посмотрели, что такое Лада Гранта Спорт. А у нас что произошло? У нас произошло то, что... Нет, 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 сука. Садись. Где-то 116 лошадей покинули сей мир. Вот, посмотрите вот эти кадры, там вы все сразу сами поймете. У машины полный пробег 2816 километров. Сейчас мне достоверно известно, что головка пошла по пизде. Когда датчик распредвала не работает, блок управления ошибается, первый или четвертый. Вот, фиг с ним. Ну, я проверил на всякий случай, все стоит четко. Начинаю проверять компрессию, свечи. Вот они, в порядке. Вот это можно заснять. Первый, второй, третий, четвертый. Свечи вы новые поставили. Да, это новые свечи. Да, видно, что здесь вообще нет воспламенения. Ну да. Проверяем компрессию в четвертом цилиндре, 0, вообще 0. От слова абсолютно. Да, вообще целку. Вот как мы ее поставили, прикинь. На всякий случай, я залил масло в цилиндр. Четвертый. Замеряем компрессию, как 0 был, так 0 и есть. То есть, ну, возможно, там залегли кольца или еще что-то. Залили 0. Продемонстрирую. Он не шелохнулся, хорош. Даже не шелохнулся. Для того, что... 2800 километров, напоминаю, проехал автомобиль. Чтобы показать, что в остальных цилиндрах все нормально. Вот ближайший третий закручиваем. Отлично. Во втором и в первом такая же тема. То есть Виндоскопа нету. А что ты думаешь, что это? В башке проблема, да? Я думаю, да. Если бы с низом что-то было, во-первых, в мгновение Я даже не знаю, что и сказать-то. это бы не произошло. Во-вторых, подлив масла туда, что-то он бы показал. Да. И вот мне сильно интересно увидеть снятую бошку, что там произошло. Давай снимем. Давай снимем, только мотористам нужно. Сейчас выпарится. Посмотрим, если там какие-то эти будут моменты на поршневой. Ну, прямо поршни. Почему? По гарантии разыграли. Гарантии нет. Здесь гарантия закончилась, когда я за нее деньги отдал. Вот в этот момент. Я вот руки их... Знаете, вроде и смешно, и грустно. Реально грустно. Я вот смотрю на него и... передал деньги, а он еще даже не поехал за ней, гарантия уже тогда на... Уже тогда. Но самое что интересное, все сейчас будут говорить в любом случае, что виновата прошивка. Что виновата прошивка, виновата прошивка, виновата прошивка. По сути, сколько у нас сейчас точный пробег на этой машине? 3000 с чем-то. Интересно. Можно говна возврат сделать? Даже 3000 нету, 2800 километров. Ни о какой гарантии сейчас разговоров быть не может, потому что я же говорю, гарантия давно, и я сам знал, на что шел. Но что мы имеем? По сути, хорошо, даже если в этом всем виновата прошивка, то вот это железо,
Здесь только два варианта, если компрессия 0. Либо это поршень, либо это клапан. Да? Либо цилиндр. Да. Либо поршень, либо клапан. Получается, что стоковое железо даже просто прошивки не вывозит. Самый прикол, если там сейчас 600 километров она проехала. Самый прикол, если клапан в направляющей завис. Ну, это мы уже узнаем, когда... А это уже сборка. Да. Это мы уже узнаем потом, когда дефектуем, посмотрим, заглянем и разберемся, что в итоге произошло. Короче, об этом всем онлайн знают подписчики, которые подписаны на меня в Телеграме, ну и вот в этой вот запрещенной соцсети. Ссылки там внизу, переходите. Какой? Hard.inst, который? Не знаю такой. Смотрите мобильно онлайн, потому что будет очень много интересного связано с этим автомобилем. Мы летим в Москву на самолете, Гранта наша выбыла из строя, никуда мы на ней не поехали. 30 тысяч лайков, позвоню сам. Хотя нет, я уверен, он сам наберет. Давайте, увидимся. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.